Добрый день, друзья! Сегодня Светлана и мои арт-диалоги. И сегодня я хочу вам представить мой новый проект «Мои беседы со знаменитыми людьми мира культуры». Сегодня я хочу вас познакомить с гениальным музыкантом, пианистом и моим другом Борисом Березовским. Борис Березовский – один из самых востребованных пианистов в мире. Борис – это феномен и просто хороший человек. Итак, мы начинаем. Вот. Прекрасно выглядите. Как дела? Как настроение? Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно ленивый образ жизни. Да. Объясняет тот факт, что мы замечательно выглядим. Да. Между прочим, кстати, мы все замедлились, а человек, когда замедляется, он меньше стареет, между прочим. Вот. Понимаешь? Именно. Да. Поэтому придется новые фотографии на афише скоро нам всем. Не, ну это само собой. Мы сами попадем в серию концертов твоих юных драм. Это правда. Это правда. Я бы с удовольствием попал. 2020 год для всех музыкантов стал годом коллапса в культурной сфере. Для тебя лично это год был фрустрации, потери ориентиров или год новых форматов, новых вдохновений, открытий? Каким он для тебя был? Не то, не то. Я просто наконец-то занялся своим здоровьем. У меня есть время каждый день ходить в бассейн, играть в мой любимый бадминтон, делать всякие упражнения, в общем, стать в здоровом теле здоровый дух. Вот. Это совершенно замечательно. Я просто счастлив по этому поводу. Потому что раньше я тоже все время делал попытки, но концертная жизнь, она как бы очень замедляет этот процесс. Потом, если длинное турне, то ты все это теряешь. А сейчас вот просто я через 4 месяца буду Аполлоном. Ну, видишь, у тебя, наверное, прибавится еще больше поклонниц и поклонников. Вот именно для этого и делаю. Ну, можно сказать, что это позитивный год для тебя. Да, для меня это очень позитивный год. Я очень много был за это время в Сочи. Это замечательное место, очень красивое. Я научился плавать в холодной воде. Вот об этом я расскажу отдельно. Когда ты понимаешь какой-то кайф невероятный, что надо потерпеть минуту в холодной воде, а потом оказывается в организме включается печка какая-то, и тебе совершенно не холодно плавать. То есть ты плаваешь, как будто ты летом там в теплом море. Но для этого нужно всего лишь минуту потерпеть. Зато после этого ощущение счастья такого в организме, оно длится часов 7. И это покруче алкоголя и всяких других вещей. И с тех пор, как я научился, могу даже рассказать, какая была история, когда мы приехали первые, так сказать, запреты на передвижение, когда закрыли Москву, мы успели отсюда смотаться и попали в Сочи. Температура воды 12 градусов. И вот как обидно, да, вот что все прекрасно море, вот здесь плавать нельзя. Что мы делаем? Мы идем, покупаем гидрокостюм. И в этих гидрокостюмах очень неуклюжно, их долго надевать, они потом мокрые, их нужно сушить, промывать и все такое, но все-таки они действительно не так холодно в них, и можно долго плавать. Потом нас увидел на берегу один местный, сейчас помню, его зовут Георгий, который обратил на себя внимание тем, что он совершенно спокойно плавал в этой воде. Полчаса мы наблюдали, как он плавал туда-сюда, потом вышел и смотрит на нас и говорит: а зачем вам эти костюмы? Мы говорим: ну как же, это же холодно. Он говорит: вы что, не знаете, что через у кого, у всех по-разному, около минуты включается система в организме, которая тебя отапливает. Тебе совершенно не нужны эти гидрокостюмы. Говорит: нет, мы совершенно об этом ничего не знаем. Решили попробовать. И нам это так понравилось, что действительно ты терпишь какое-то время, а потом ты не замечаешь этого холода. Абсолютно. И когда мы это поняли, мы все это время купались.
очень много. И мы смотрим на людей и совершенно не понимаем, почему они, собственно, сидят. Зачем? Зачем? Потому что как вы купаетесь в такой холодной воде? Ну, чушь, это собачья. В общем, если вот какая-то есть польза от нашего интервью, я думаю, что если кто-то попробует и испытает это счастье, то, может быть, польза может быть очень, очень хорошая. Просто минуту нужно потерпеть, и будет тепло. Это тепло сначала безумно холодно, и хочется кричать и ругаться матом. Вот. А потом, когда это все минута проходит, тебе тепло, ты не чувствуешь вообще никакого дискомфорта. Ноль. И вот сейчас мы были с дочкой старшей, с сыном, она приехала, тоже в Сочи была. И она никак не хотела заходить. И только на мой день рождения, 4 января, значит, в честь твоего дня рождения я, так сказать, пойду. В общем, кричала, не хотела, а потом вылезти не могла. Ей понравилось, и уже после этого каждый день она совершенно спокойно купалась. Так что... Значит, ты использовал свое время в изоляции, в общем, для открытия новых каких-то возможностей, я так понимаю. А если... Так получилось, что да. Это замечательно, потому что говорят, что это новая эра, в которую человек должен входить обновленным. Я так понимаю, что ты полностью перезарядился, и теперь нас ждет абсолютно нереальные какие-то проекты музыкальные. Это даст тебе вот просто силы, даже физической. Наверное, не 300 концертов в год играть, наверное, 600. Я не знаю, то есть ты же у нас... Это совершенно никому не нужно, 600 концертов в год. Но посмотрим, что будет. Сейчас трудно загадывать. Я совершенно не переживаю от того, что не играю. У меня же очень много учеников, я много с ними занимаюсь, мне это доставляет огромную радость. Вот, я вспоминаю какие-то детские впечатления о музыке, когда хотелось что-то сыграть, когда выучить хотелось, в общем, какие-то такие возвращения немножко в детство, это замечательно. Вот у меня сейчас ученик играет Java на глинке, я помню, как я его учил, как я хотел выйти на сцену, сыграть это. Это какие-то давно забытые ощущения, очень, на самом деле, ценные, и они мне помогут в дальнейшем не потерять интерес к музыке, к исполнительству, потому что, ты же знаешь, что в жизни таких успешных, как бы, в кавычках, артистов очень много рутины. Вот. И вот это ощущение свежести музыки, она прекрасна, конечно. И здесь можно только поприветствовать такую вынужденную паузу. То есть я так понимаю, что твоя реальность, в принципе, изменилась. Раньше ты играл больше 300 концертов в год, и твой график был настолько плотным, что у тебя не было времени даже продохнуть иногда. Наверное, я вот не представляю, немножко вот расскажи об этом. Вот как можно было играть 300 концертов в год? Ты знаешь, это возможно, но я говорю, что в этом процессе я сам себя завел, как бы по весу и по прочим делам очень плохо за собой следил. И вот сейчас есть возможность, которую я на 100% использую, и видимо, только благодаря этому, потому что жадность артистическая, вот пропустить концерт, там, что-то сыграть, заработать гонорар, она, конечно, иногда зашкаливает, и, может быть, мне в этом смысле повезло, что вот случилась эта ситуация с гриппом, то я теперь могу делать то, чем должен по-настоящему заниматься любой человек нормальный. То есть следить за собой. Это так, с одной стороны. Но с другой стороны, я услышала, что твое преподавание и дети тебя вдохновляют. То есть они тебя возвратили в то время, когда ты действительно хотел, ты жаждал что-то учить новое.
и ты вдохновлялся просто от музыки. Вот это слово гореть музыкой, вот этого у меня ощущения не было очень давно. Были разные ощущения, и, естественно, и очень приятные, и радости, и чего угодно, но вот это желание сыграть красивую музыку и очень здорово ее сыграть, вот это то, чего мне многие годы не хватало. Я сейчас вот заново как бы переживаю такой ренессанс этих ощущений музыкальных. Это здорово, очень здорово. Ну, я очень рада, что у тебя, в принципе, этот год остановки, такой вынужденной остановки, он просто для тебя стал новой реальностью и тебе дал какие-то новые источники вдохновения. И очень рада слышать, что именно дети тебя вдохновляют, потому что истинное вот желание заниматься музыкой у нас, у артистов, оно было когда-то в детстве. Ты точно говоришь, это вообще самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, потому что сейчас в обществе почему-то считается, что дети, которые играют, это лишенные детства, и вот вся эта чушь совершенно собачья, невероятная. Дело в том, что вот все дети, с которыми я работаю, они обожают музыку, они хотят играть, они просто проводят огромное количество времени, не потому что их заставляют, а потому что им это нравится. И вот как сломать вот этот стереотип, который сейчас сложился, что если ребенок хорошо играет, не дай бог он хорошо играет, это значит, что его родители заставили, он лишен там чего-то, того-то, 5-го, 10-го. Ну, это, не боюсь, что нет таких случаев. Наверняка есть дети, которых заставляют родители. Это одна история. А другая, вот те ученики, с которыми я сталкиваюсь, это только дети, которые горят музыкой, которые живут этим, и для них это огромная радость. Вот. И наша какая-то совместная задача, если мы будем делать эти фестивали, это вот сломать этот стереотип. Они спортивные, они увлекаются разными вещами. Кто-то шахматами, кто-то литературой, кто-то джазом. Вот это все нужно как-то донести до широкой публики, что это не насилие, а необходимость, детская необходимость, и которую желательно пронести всю жизнь. Как вот это отношение к жизни, к музыке, к искусству. Вот, так что я очень надеюсь, что когда все это закончится, что мы будем много сотрудничать с талантливыми детьми, потому что это для всех огромное счастье, и для публики, и для них, и для родителей, и для... В общем, это такая огромная счастливая контора. Да, я должна еще сказать вот из своего наблюдения, что роль родителей – это как жертвоприношение, потому что вот у нас этот проект детский, который ты знаешь. Я когда вижу этих родителей, которые посвящают себя детям, просто от и до, то есть они, в общем-то, вместе с ними переживают эту радость, и они сами радуются, когда ребенок счастлив. Я должна вот в ноги поклониться таким родителям, которые просто отдают все вот ради счастья ребенка, которому нравится заниматься музыкой. Я очень рада, что тебя вдохновляют дети именно в этом возрасте, когда ты достиг абсолютно всего в творчестве, ты можешь поделиться и делишься щедро с детьми и поддерживаешь их. Нет, я лично занимаюсь только с детьми делом, собственно говоря. Родители, они уже предлагают, может быть, нам на этом конкурсе сыграть, может быть, на этом фестивале. Где-то я их поддерживаю, где-то говорю, нет, это немножко рановато. Ну, в общем, такая работа корректирующая скорее. Вот. А занимаемся мы в основном техникой, честно говоря, потому что дети очень талантливые, и музыкой с ними заниматься, я же понимаю, что они через 5 лет будут сами все прекрасно делать и справляться. А вот моя задача скорее
сделать их технический уровень таким, чтобы у них не было никаких проблем, когда они сталкиваются с какими-то очень сложными произведениями. Этим мы и занимаемся в основном. И что касается каких-то там произведений, стилей, эпох, то я к этому отношусь так, что они сами, в общем, в какой-то момент все сделают. Это неизбежно, видя их интерес и любопытство, это все вопрос лишь времени. Но вот техника, да, это знаменитая это русская школа, когда все свободно, когда инструмент полностью тебе отвечает, вот этим мы и занимаемся. А что касается там каких-то проектов, то сейчас же очень много всяких конкурсов, хотя к ним по-разному относятся, но они уже часть нашей жизни, и очень много интересных предложений с концертами, но мы пытаемся ограничить их, потому что играть очень много в таком возрасте это тоже нехорошо, это понятно. В общем, 2-3 концерта в месяц, не больше, и какие-то вот там фестивали вот интересные, это очень здорово. Вот, а так они растут сами, и их нельзя перегружать. Потому что одна из причин, по которой я начал заниматься с детьми, я просто видел, как невозможно отказаться от этого соблазна играть очень много в таком возрасте. Я считаю, что это нужно все-таки ограничивать. То есть играть необходимо или нужно, но все-таки как бы регулировать это тем, что все время учить что-то новое, что-то не бросать учебу, да, заниматься спортом, там, еще какими-то вещами. То есть некоторое ограничение довольно серьезное по концертной деятельности, но зато сохранить вот эту свежесть и энтузиазм. Вот так я представляю себя в роли педагога. То есть в основном техника и такая корректировка, чтобы не слишком много они играли. Замечательно. Чего ты ожидаешь и на что надеешься, когда закончится вот эта вся ситуация, этот локдаун, пандемия, в общем, все, что нас сейчас окружает? Ну, я думаю, что все вернется на круги своя, начнется обычная жизнь, к которой мы все привыкли. Вот, и ничего особого я в этом смысле не жду. Я не могу сказать, что я с нетерпением жду этого момента. Дело в том, что я накопил огромные финансовые запасы за время концертирования, и я могу спокойно без концертов еще несколько лет прожить. Это у меня такая счастливая ситуация. Вот. Поэтому мне бояться абсолютно нечего. Я совершенно, даже если это еще продлится несколько лет, для меня лично это не будет трагедией. Вот. А когда это начнется, будем чаще видеться. Вот хорошая вещь. Это да. А вот если говорить о профессиональном, то есть ты поддерживаешь форму, ты играешь? У меня сейчас один театральный проект. Через 3 месяца в Малом театре будет пьеса о пианисте, который всю жизнь провел на корабле, он родился на корабле. У этого героя на самом деле есть прототип. Дело в том, что в 30-х годах какой-то очень крупный американский импресарио путешествовал на корабле и услышал пианиста, который никогда не сходил на сушу. Но там другая история. Дело в том, что этот пианист наделал огромное количество детей, и его преследовали все с элементами. И если бы он вышел на берег, его бы арестовали и заставили платить огромные деньги, а скорее всего посадили бы в тюрьму. Вот так и вышло, что этот пианист, он всю оставшуюся жизнь работал на этом огромном корабле. Такая история была, действительно. И он настолько был впечатлен его игрой, что пригласил его даже в Карнеги Холл сыграть. Но тот отказался, потому что понимал, что его ждут большие неприятности на берегу. И он таки и умер на этом корабле. Это такая настоящая история. А вот эта романтическая история человека, который родился на корабле, вырос, и когда этот корабль должны были уже взорвать, и он все равно не сошел на берег, потому что он понимал, что вся его жизнь там, и решил погибнуть вместе с этим кораблем.
Вот это очень красивая история, там много хорошей музыки. И вот я сейчас как раз занимаюсь тем, что учу вот репертуар, который будет звучать в этом спектакле. Очень разнообразный, от классики до джаза. И это то, чем я, собственно говоря, ты меня спросил, чем я занимаюсь на рояле. Сейчас я просто вот учу эти пьесы, какие-то обработки знаменитые джазовые, чтобы выглядеть, как будто я играю джаз. На самом деле я не играю джаз, но это будет такая копия, копировальная машина. Вот, этот чудный проект, и в апреле будет премьера. Режиссер — одна актриса из Малого театра, а этого... Я там говорить не буду, естественно, я немножко боюсь в театре разговаривать, что я текст забуду. Вот. Один из трюков, который там предполагается, это рояль, который не фиксируется. И во время шторма этот рояль по всей сцене, значит, раскачивается. И я вместе с этим роялем продолжаю играть, и мы бьем там посуду, что-то разбивается. Это такая история. Интересно. Вообще интересный экспириенс такой в театре, потому что это совершенно выход за рамки академического нашего мира, там, где ты должен выйти, все это строго, какие-то есть ограничения, а здесь все-таки больше творчества, я думаю. Ну, это творчество, это очень красивая история, но к театру в моем случае это не имеет отношения, если я буду играть на рояле, там совершенно другое, как бы контекст, другое исполнение. И мой друг, актер Малого театра, будет читать вот этот текст. То есть как бы я его музыкальная иллюстрация. То есть это монолог. Это там один актер и один пианист. И это одно и то же. Нет, он играет трубача, который вспоминает о нем, да. А вспоминает он через какие-то музыкальные свои впечатления. Вот, там 3 салона, 1, 2, 3 класс. В первом будет звучать классика и джаз, а в 3 салоне всякая народная музыка, обработки, что как народ веселится. Ирландцы, очень много ирландцев уже приехало в Америку, и евреев, очень много еврейской музыки. Вот это такая история, да. Замечательно. И представляешь, дебют мой, не могу сказать, актерский сразу в Малом театре. Вот это класс. Это я понимаю. Ну, здорово. Как ты считаешь, как сложившаяся ситуация повлияла, в принципе, на мир искусства в целом? Я не знаю, я вот сегодня ехал в такси, и был какой-то репортаж, и они говорили, что москвичи стали намного больше тратить денег на выставки, на концерты, на музеи, на походы в музеи. Так что я думаю, что люди либо соскучились, либо за это время у них появились какие-то интересы новые. Ну, это такая финансовая статистика. Это было на Бизнес ФМ, они говорили о тенденциях, на что больше денег тратить. И вот я запомнил это. Ты меня спросила, я вот вспомнил, что люди гораздо больше тратят время на театры, на время и деньги, на театры, на выставки, на концерты, на живое. То есть, видимо, интернет все-таки не победит живое искусство. Это ты говоришь о зрителях, то есть, о публике, которой мы боимся потерять, и ты как артист скучаешь за ней, потому что, естественно, когда ты... Я именно говорю о том, что вот ты меня спросил, как это повлияет. Я думаю, что станет еще больше публики. Станет больше публики, ты так считаешь? Вот судя по тому, что в Москве происходит, в Москве сказали, что вот до этой ситуации с вирусом и после, сейчас люди больше тратят денег на искусство, на театры, на кино, на выставки, на концерты. То есть, грубо говоря, человек, в общем-то, начал тратить не на еду и не на такие развлекательные, ублажительные вещи, а именно на развитие свое, как я понимаю. Развитие. Я никогда не считал, что искусство это развивает, это развлечение, все-таки это развлечение. Это очень хорошее, замечательное развлечение. Вот. Это шоу очень часто. Я
В этом смысле у меня взгляды поменялись. Я помню, когда я очень оскорблялся лет 30 назад, когда мне визу ставили в японском посольстве. Там было написано профессия развлекатель. Как? Я серьезный музыкант, я там несу чего-то там. Ну, я привык так думать, да. Нам это внушали, что что-то там несем в этот мир, какое-то что-то важное, интересное. Нет, я думаю, что это все равно это развлечение, но на очень таком тонком и интересном уровне. Все равно это развлечение, да. А вот как ты считаешь, как эта ситуация повлияла на мир искусства именно наш, вот организации концертов, на менеджеров, на артистов? Здесь пока, конечно, катастрофическая ситуация, вот, что очень многие выбыли из бизнеса, потому что просто дохода нет. Но я думаю, что это все вернется просто. И они сейчас вынуждены закрыться, потому что они не могут платить своим работникам, а когда это вернется, они снова начнут заниматься тем же, чем они занимались раньше. Собственно говоря, что им мешает. Просто нужно, когда нет этого дохода, то легче закрыться и подождать какое-то время. Но чисто формально очень много агентств закрылось, очень много людей, связанных вот именно с шоу-бизнесом, они терпят большие убытки, но это все вернется, безусловно. Понятно. То есть я так понимаю, что вся эта ситуация только позитивно повлияет на будущее, на развитие, на публику, на переосмысление вещей у артистов, может быть, на менеджера, которые тоже пересмотрят свои позиции. Да, я не думаю, что они пересмотрят позиции, я просто говорю о том, что я слышал, что сейчас больше по сравнению с прошлыми годами люди стали тратить. То есть они соскучились, их больше интересует не интернет-трансляция, а живой концерт. То же самое не фильм, а театр, да, где все вживую происходит, и в этом же вся прелесть. Интернет, который очень здорово выручил, безусловно, во время всей этой истории, он, конечно, останется, но люди будут больше ходить на живые какие-то концерты и выставки. В Москве это так. Но я думаю, что везде одно и то же. Люди, безусловно, соскучились по живому общению, о том, что можно в антракте обсудить, выпить бокальчик вина. Вот. И все это, так сказать, это интернет никогда не заменит живого исполнительства. Да, это правда. Это правда. И где ты ищешь вдохновение? Ну, и как я уже говорил, мне очень мощный источник вдохновения — это дети, это то, что они играют. Иногда я сам увлекаюсь какими-то композиторами, которых раньше даже не думал играть, а вот они играют, ты как бы заражаешься от них вот этим интересом, каким-то вещам, которые раньше, может быть, меньше играл. Так что из жизни, в основном из жизни, из своего опыта. Вот. Ну, в данном случае, вот, детьми, у меня разные, есть 17 лет. 17 лет замечательно играет, потрясающе играет Бетховена, немецкий репертуар изумительно играет. Ну, вот, это, конечно, очень здорово. Что ты можешь пожелать твоим поклонникам? Они же тебя будут смотреть. Слушай, ну, если я скажу здоровье, естественно, использовать это время в хороших своих каких-то целях, что какие-то планы, которые не осуществлялись из-за нехватки времени, чтобы люди как-то смогли использовать этот момент и сделать то, что, на что не хватало раньше времени. Выучить язык. Вот сейчас Ирина, например, моя жена, практически выучила китайский. И сейчас уже начинаем говорить. Это прекрасно. Замечательно. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо огромное. Я обожаю вашу семью, ваш фестиваль. Местечко уютное. Может, пару фотографий из Сочи что-то выслать. Но это же не знаю через что. Может, через
А не WhatsApp, потому что он сжимает сильно. WhatsApp. А я тебя научу там по-другому Да, писать. у меня другого средства нет. А есть, ты берешь вибрацию, я тебя научу. Беседа получилась очень искренней и интересной. Я надеюсь, что пример Бориса Березовского вас вдохновил, как и меня. Как вы видите, что жизнь артиста состоит не только из репетиций концерта, а что всегда есть место для открытия в себе новых талантов. А как вы думаете? Пишите в комментариях свои впечатления. Подписывайтесь на наш канал и наши соцсети. До скорого!